привет! Меня зовут Элина, и мы приехали в прекрасный Стамбул к прекрасному врачу доктора Гамазе. В принципе, я мечтала о нескольких пластик, скажем так. Первая это была ринопластика. В детстве так получилось, что меня ударили булыжником по носу, и он у меня немножко искривлен. И, соответственно, это был мой комплекс очень долгое время. Он мне мешал носить те же шляпы, мне казалось, что сразу же мой нос увеличивается, и я решила, что все-таки нужно с этим что-то делать. Не так давно я поделилась со своим молодым человеком, что это моя, в принципе, как бы мечта, что я бы хотела бы это сделать, ринопластику. И плюс спустя время я поняла, что как будто бы не хватает какого-то объема вот в этой части. И мне все время говорили: вот, ты подожди, все вырастет, все получится. Не выросла. Поняла, что нужно брать все в свои руки. Давно очень хотела это не решение, сделанное там за 1 год или за 2, намного дольше мы к этому всему шли. И когда я сказала, что вот есть такая мечта, мне молодой человек сказал: ну все, в следующем году мы это делаем. И буквально за месяца 3-4 мы накопили необходимую сумму, мы нашли врача, к которому хотим приехать. Всем привет, меня зовут Сева, я приехал сюда вместе с Алиной, чтобы помочь ей реализовать ее мечту. Да, мы как-то вот томным вечером, смотря телевизор, так по щелчку пальца буквально решили, что все, через 3-4 месяца мы обязательно должны реализовать твои 2 мечты. И вот мы оказались здесь. Все очень страшно, когда твой любимый человек ложится на операционный стол, и ты не знаешь, поэтому, мне кажется, здесь очень важен контакт между врачом и пациентом, соответственно. Если контакт будет хороший, будут такие более дружеские отношения, мне кажется, что все получится, и пациент успокоится, и я успокоюсь в том числе. В принципе, так как я давно готовилась к этой операции, я еще, наверное, в 17-16-летнем возрасте смотрела видео, влоги того, как происходит операция, и ринопластика, и мамопластика, и на самом деле я поняла, что я бы тоже хотела бы сделать такой видеоформат, показывать каждый день, как он проходит, как я себя чувствую, может быть, как я себя очень плохо чувствую, это будет буквально 1 кадр: ребят, мне сегодня плохо, простите. То есть я предполагаю разные варианты, но мне бы хотелось бы этот процесс запечатлить для самой себя и также для девочек, которые тоже очень хотят осуществить эту мечту, но, возможно, боятся, возможно, не уверены, переживают, что это очень сложно. В любом случае, я уверена, что это не так легко, как кажется, возможно, со стороны, но я уверена, что результат будет того стоить. Устраивает моя горбинка, вот эта вот часть. Горбинка. То, что он, в принципе, такой, как будто бы клюв. Он вот так вот вниз смотрит. Я чувствую себя вороной. Ну, чуть-чуть сделать его не таким длинным, покороче. Вот это то, что хотелось бы. И чуть-чуть сдернутый такой. Когда ты была ребенком, были ли у тебя какие-то травмы, падения, нос? Да, меня ударили булыжником по носу. Ну, как кидались камнями, и мне в нос попали. А есть ли проблемы с дыханием? Нет, nету. Birazcık ne Garbenka mıydı? Горбинка. Garbenka. Bak öğrendim. Ничего, говорит, кончик лучше. Да, Kemeri говорит, yüksek. мы обязательно, говорит, уберем горбинку и, в принципе, как бы высокая проекция носа, говорит, я чуть-чуть его опущу. Вот, это то, что фронтально. Доктор может предложить как вариант, честно, сбоку посмотрим, будет понятнее. Спасибо. Это до, это после. Он уже не смотрит вниз. Да. Сейчас. А еще более курносно сделать лучше. Поднять вверх. Обычно говорит, все не хотят, говорит, кончик носа поднимает, говорит, вверх. Говорит, очень редко кто хочет. Я хочу хотя просто посмотреть. Тогда вот смотри, видно ноздри больше получается, если поднять вверх его так. Ну да, наверное, странновато. Нет, Если получится побольше, то... Это где-то, получается, я не Ну, знаю. вот это 275. А в чем такой? Это такой гладенький какой-то такой. А на кожу как-то это влияет? Потому что тут вообще как будто, не знаю, какой-то пластик. Непонятно. Ничего себе, вот столько в себя это вставляет, ужасно. Провели консультацию.
На самом деле очень здорово, что доктор дает возможность посмотреть, какой примерно может быть результат именно ринопластики. И это на самом деле очень сильно упрощает, и немножко так успокаивает тебя внутренне, что ты приблизительно уже понимаешь, а как будет выглядеть твой нос. Понятное дело, что не прям точь-в-точь, но ты уже так немножко успокаиваешься, так, нет, все как я хотела, все можно это сделать. Выбрали имплант, который будем делать. Вообще предполагалось, что будет немножко другой, но в итоге мы поняли, что мой выбор, то, что я поначиталась в интернете, не совсем корректный, не совсем правильный, поэтому будем ждать уже операцию, потираем ручки. Сегодня хотим с Севой поехать посмотреть. Дома Бахчи нам посоветовали, вот поедем на кораблике в Бешикташ, там проведем время. Очень рада и благодарна, что есть возможность пообщаться с врачом на родном языке, на русском. Тебе все переводят мгновенно, и это очень здорово, поэтому советую. Минус 1 день до операции. Сейчас будет мой последний прием пищи. Потихонечку начинается мандраж. Мне кажется, вот на меня можно так вот дотронуться, я сразу расплачусь, мне страшно. Я реально переживаю. Поэтому... Мне кажется, это нормально. Это, конечно, нормально. Ни в коем случае одному не надо ехать на такие важные операции в своей жизни. Это не о том, что типа я не готова, либо же еще что-то. Я мечтала об этом не один день, не год, не два, не три. Несколько лет я об этом мечтала. Просто это серьезный шаг. Перед операцией, соответственно, нельзя ни есть, ни пить. То есть мой последний прием пищи в 11:30 ночи, и потом не будет ни воды, ни еды. Операция назначена на 12:00, но мы приезжаем раньше, потому что нужно сделать все анализы, мне сделают УЗИ данной области, посмотрят, все ли хорошо, все ли в порядке, и, соответственно, будет встреча с анестезиологом. Короче, все серьезно, ребят. Итак, нас забрала машина, мы уже выезжаем в больницу, забрали нас с окном. Ладно, в стратосферу. Так, мы уже на месте, уже в больнице. Мне необходимо сделать УЗИ, поэтому мы приехали чуть пораньше. Итак, мы уже поставили катетер, уже сделали УЗИ, все прошло хорошо. Ждем анестезиолога. Немножко страшно, а так все хорошо. Все будет хорошо, да. Чувствую себя курочкой-рябой. Курочкой-рябой. Костюм будешь? Мы как раз хотели. У нас на самом деле некоторые девочки забирают эти чулки, потому что они типа секси. Ну что, вот я готова. Видите, насколько я готова. Ждем уже, не можем дождаться, когда же все приступится, потому что вот этот момент ожидания, мне кажется, это самый такой страшный момент. Ты начинаешь себя как будто бы накручивать, еще что-то, потом такой, нет, я это хотела всю жизнь, надо делать. Вот, поэтому не бойтесь и всегда исполняйте свои мечты. Боюсь тяжелой реабилитации, в принципе. Я понимаю, что первый день особенно он будет вообще вот такой вот. Будет, я чувствую, весело. А еще хочется кушать. Живот бурлит уже просто часа 2, наверное, или 3. Я чувствую, доктор будет под музыку, под мой живот бурлящий делать операцию. Ну, весело. Все пока. получится. Все получится. Я надеюсь. Доктор профессионал. Да. Всем пока, всем до встречи. С новым носом увидимся. Да, И с новой грудью. Пока. Так, прошло 3 часа, наверное, после операции. Сколько? После операции, да, где-то 3,5 часа. Чувствую себя нормально, на самом деле. Уже хочется немножко кушать. Но сказали, что кушать можно будет только через час. На самом деле я уже могу дышать носом. Просто не очень хорошо дышу, но дышу при этом, что очень радует. Все равно дышу ртом, правда? Но носом могу дышать. Все, мне сделал хвостик.
У меня сейчас будет первый прием пищи за 24 часа. Чувствую я себя на самом деле хорошо. Такой активчик на самом деле. Я не думала, что буду себя так хорошо чувствовать. Так, сейчас уже почти 9 утра. Ночь прошла. Прошла нелегко. Мне кажется, я в целом поспала где-то в общем часа 3-4 с большими перерывами, потому что каждые, наверное, минут 30 в час приходили врачи, проверяли мой пульс, ставили мне обезболивающее, потому что в один момент очень сильно заболела грудь, прям очень сильно. До такой степени, что даже, я вот так вот громко говорить не могла, я говорила шепотом. И слезы шли. И слезы просто текли. Потому что было реально больно. Мне это все поставили. Обезболивающее стало полегче. Мы приехали в отель. Начинаю больше опухать. Грудь болит. Сил нет. Вот такой у нас вид из окна. Также нам дали вот такой вот пакет с лекарствами. Всеми необходимыми для реабилитации. Полноценный. Вот. Сегодня второй день после операции. Грудь болит намного меньше. Опухла намного больше. Вот синячки здесь прям появились. Глаза не могу до конца раскрыть. Очень много сплю. Сил пытаемся набраться. Гуляем по коридорам в отеле. Нам позвонили с рецепции и сказали, что нужны цветочки. Очень интересно. А вот мой главный цветочек. Всем привет! Сегодня третий день после операции. Я чувствую себя получше. Отек вот у меня больше всего на правой стороне, но хотя бы глаза побольше, я хотя бы вижу лучше все. Вчера очень сильно начал болеть шов у груди, но мы выпили обезболивающее и все прошло. Сказали, что это нормально. Завтра планирую выйти на улицу. Сегодня у нас еще большое событие. Мы сегодня переезжаем в соседний номер побольше, потому что Сева будет еще работать же. Сегодня воскресенье, завтра понедельник, у него первый рабочий день. У него же митинги, созвоны всякие. Соответственно, нужно побольше мест и, в принципе, чтобы я могла гулять. Забыла вам сказать, что сегодня планирую ходить без повязочки, потому что вчера кровь практически уже не шла. И, в принципе, доктор тоже говорила, что вот на третий день уже можно ходить без нее. Немножко носик подтекает, но это после того, как мы там все пшикаем. То, что нам необходимо, это морская соль, вот это вот все. Морская соль, морская соленая вода. Короче. Привет. Мои зонтики. Я считаю, всего сегодня надо 3 покупать. Вдруг миллион выиграю. Сегодня 5-й день после основной операции. И, наверное, 2-й после дополнительной операции, где мне установили вот эту вот штучку. Завтра у нас наконец-то день контроля. Он должен был быть послезавтра. Но мне нужно эту штучку уже убирать, эту сумочку мою. И заодно и носик тоже мне уберут. Мне уберут гипс. Мне снимут сплинты, которые у меня внутри еще вставлены, там вот такие вот штучки пластмассовые. Берут вот эту вот штучку и все, буду такая красивенькая. Потому что все-таки была еще дополнительная операция, которая так или иначе, это осложнение, да? И хочется, чтобы доктор был всегда, если что, в доступе, была возможность к нему обратиться, съездить, показать, если что, что-то, да, и быстро на это все среагировать. Поэтому спасибо Севе, который тоже это все организовал. Так что останемся здесь на подольше. Я надеюсь, что буквально через парочку дней я уже нормально восстановлюсь. Мы наконец-то выйдем на улицу, потому что за все это время я не гуляла. Но я уверена, что если бы не было бы каких-то осложнений с грудью, я думаю, что уже бы вчера бы все вы гуляли бы. Ребята, я впервые за все это время очень хорошо чувствую запахи. Мне Сева купил вот такую вот гигиеничку, я его просила. И только сегодня я узнала, насколько вкусно она пахнет. Это просто праздник какой-то. Мы сегодня пришли на контрольный день, я так его ждала. Я хочу увидеть свой носик, у меня прям такой мандраж, как, знаете, как увидеть своего младенца, мне кажется. У меня, правда, нет детей, но мне кажется, это схоже будет ощущение. Вот, я избавилась от своей сумочки Dior.
Вот, потому что по факту она стоит примерно столько же, но пора с ней прощаться, сэляви. Смотри, сейчас есть корочки, доктор их очистит. Makas keseceğim. Buraları çok temizleyememişler. Можно ли мне смеяться? Можно. Гюльмек olabilir şey. Да, можно, конечно. А еще девать очень больно. Надо как-то пробовать не девать. Ну, как тебе удобно, просто приноровись. Оно все отечное. С завтрашнего дня можно принять душ, то есть, но не горячей водой. Все, одевайтесь. Не сняли тебе, видишь? Не сняли. Ну ладно. Вкусненькое, но потом, как говорится, к десерту нужно подготовиться. О, хорошо, у тебя так сошел уже отек, видишь, чем позже снимаешь, тем оно лучше. Доктор говорит, очень хорошо ноздри принимают форму хорошую. Потому что я не снимаю эти рты. Да, говорит, все, можешь вставать Мне посмотреть. страшно. Чего? Ну помни, что он отечный, помни, самое главное. Да? Мне кажется, очень nice. Он просто станет меньше. У тебя, видишь, хорошо уже отек сошел. Кончик отечный очень еще, он большой. Кончик будет меньше, да? Конечно. Да. Мы увидели наше новое приобретение, наш нос. Прям та форма, которую я хотела. Конечно, сейчас отекший, он большой. Сева вот того, чего боялся, что я буду, наверное, немножко как хрюшка, наверное, так и есть по Чуть-чуть факту хрюшка сейчас. есть, да. Непривычно немножко, но Да, непривычно. форма носа очень нравится. То есть то, что ты хотела. Горбинку убрали, он Убрали немножко горбинку. такой, как ты хотела. Да, немножко такой заостренный. Вот, поэтому будем ждать, когда уже пройдет время, когда он уже будет полностью выглядеть как с обложки журнала. Я уверена, что так и будет. Грудью тоже довольна. Она тоже немножко сейчас отекшая, тоже будем ждать, пока пройдет вся эта реабилитация. Но, в принципе, если обобщить полностью все наше прибытие здесь и вообще, в принципе, обращение именно в эту клинику, мы очень довольны, насколько быстро нам отвечали обратная связь, насколько нам даже посоветовали, какие места посетить в Стамбуле, насколько нам экстренно нужно было делать Вторую дополнительную операцию, да, это операцию. прям вообще было. Как бы никто не застрахован, в любом случае каждая девочка должна знать, на что она идет. То есть в любом случае нужно понимать, что организм у всех разный, к сожалению, мой организм среагировал именно таким образом, но благо это буквально было на протяжении одного дня, когда тебе нужно было все это как бы пройти через все это, но уже на следующий день ты чувствовал такое облегчение, тебе настолько было уже легко и просто, что такой, господи, уже все забыл, как это было, что было вообще до всего этого, если Да. честно, как-то быстро время прошло на самом деле, быстрая реабилитация это сейчас прошла. Хочется сказать большое спасибо команде Global Medic, потому что инцидент, когда вторая операция, когда началось осложнение в левой груди у Илины, это было воскресенье, 11 вечера. И никто не спал, все заботились об Илине, о ее здоровье, и в итоге очень быстро среагировали и поехали в больницу делать операцию. Это было в 11 вечера воскресенья. Хотя мы в То есть какой-то это- момент прям думали, что ну вот мы приложили лед, вроде полегче стало, мы такие, да не, может не надо никуда ехать, но что врач сказала, нет, я вас жду, мы едем. Мы такие, ну все, ладно, надо ехать на самом деле все-таки. Поэтому мы очень благодарны, что все так получилось, это прям, конечно, очень дорогого стоит, потому что я не представляю, если бы вдруг не среагировали бы так быстро, да, не смогли бы быстро это все сформировать, как раз таки привести врачей, и нас привести, да, то целую ночь потом вот это вот все терпеть, это было бы просто ужасно, это было бы просто ужасно, поэтому я очень благодарна, что настолько быстро все это было среагировано, настолько быстро нам ответили на звонки, даже нам в итоге просто звонили, такие, так, все, выходите, у вас там 10 минут, и мы такие, пум-пум-пум, побежали. Советуем всем девочкам, которые хотят что-то изменить в себе и до конца не знают, к кому же обратиться, куда пойти, однозначно обращайтесь в Global Medic, потому что вы не останетесь одни. Что бы у вас там ни произошло, какая бы проблема, или наоборот, у вас было бы полнейшее счастье, вам есть всегда с кем его разделить эту проблему или разделить счастье. Это как на свадьбе, да? И в горести, и в радости вы будете вместе.
И доктора Гамзе тоже хотим посоветовать, потому что доктор Гамзе, она милашка, няшка и вообще классная, и все очень качественно, хорошо сделано. Настолько энергетика на Да. самом деле тоже решает, ты прям чувствуешь, что да, это на самом деле тот человек, которому ты готов довериться абсолютно, даже несмотря на то, что у нас не было какой-то предварительной консультации, вот мы только вот уже приехали, мы прям были в Стамбуле, мы в моменте понимаем, что да, это был правильный выбор, что однозначно это тот доктор, к которому мы бы хотели бы обращаться, если что, и в дальнейшем, мало ли, вдруг мы еще что-то захотим сделать, кто знает. Но вот это прям 100% попадание, и очень рада, что так получилось выбрать доктора. Смотрите, девочки, если у вас будут какие-то вопросы, вы захотите узнать больше именно моего опыта, вы можете обязательно заходить в комментарии и смотреть, там будет указан мой профиль в Инстаграме, смело пишите, я отвечу вам, что-то посоветую, расскажу свои какие-то личные эмоции, переживания, как я проходила каждый день реабилитации, поэтому смело обращайтесь, я буду только рада вам помочь осуществить вашу мечту и быть причастной к этому. Поэтому до скорых встреч. Пока. Пока-пока.